Перелистывая написанную 10 лет тому назад сагу о Росатоме, понимаю, что это действительно была пробой пера. Попытка понять, может ли вообще атомная энергетика быть интересна для тех, кто не вовлечен в нее по роду занятий. Мне кажется, что вполне. Разумеется, в том случае, если не заталкивать в рассказы о технологиях диаграммы Фейнмана и прочие волновые уравнения. Для того, чтобы понять физику процессов и ее красоту, изящность технологических и конструкторских решений, оценить совершенно реальный драматизм первых лет атомной эры, такой глубины погружения не требуется. Я убежден, что для этого достаточно обычной житейской логики и остатков школьных знаний, напомнить которые особого труда не составляет. Атомной физике не так уж много лет, но история ее создания и развития была бурной, противоречивой. В разных странах это происходило по совершенно разным сценариям. Первые атомные реакторы создавались для того, чтобы... Вот уже первая заминка. А для чего? Если говорить о физиках, то для того, чтобы подтвердить все теории и догадки, чтобы укротить атом, то есть превратить цепную ядерную реакцию распада ядер урана и плутония в контролируемый процесс, чтобы получить новое знание. Если говорить о правительстве Штатов, о Пентагоне, то тут все было утилитарно. Им требовалось совершенное оружие, которое позволило бы США в самом буквальном смысле слова править планетой. Симметричный ответ со стороны нашей с вами огромной Родины, которая нас умела дать в сроки, которые всем в Штатах казались немыслимым, не только остановил пыл безжалостных вояк и политиков. Они вынуждены были прислушаться к собственным ученым, доказывавшим, что энергия атомного ядра может и должна быть использована не для тотального разрушения, а для созидания. О Штатах говорить без ненависти лично для меня сложно, но я не могу не уважать вклад их ученых, атомщиков, в развитие именно мирного направления атомной индустрии. Это ведь, по большому счету, благодаря их усилиям политики США не только провозгласили с высокой трибуны программу «Атом во имя мира», но и стали ее выполнять. В наше время ничего подобного и представить не получается. 3 десятка исследовательских реакторов, поставленных в более чем 20 западных и не очень западных стран, придали развитию атомных технологий темп, на который в одиночку не могли рассчитывать супердержавы тех лет. Советский Союз ответил куда как менее симметрично. АЭС в дружественных странах строились, а вот технологии не передавались. Для этого был целый ряд причин политических и экономических. Но, глядя на то, как ведут себя страны Восточной Европы по отношению к России в наши дни, приходится признать, а решение-то было правильным. Атомные технологии не энергетического направления множатся и ширятся. С каждым годом их вклад в материаловедение, в медицину, в развитие сельского хозяйства становится все более заметен. Для России именно атомная энергетика дала возможности, которые мечтали многие поколения. Атомфлот по-настоящему открыл для нас Северный морской путь. Атомные ледоколы сумели совершить то, что до середины прошлого века представлялось ненаучной фантастикой. Надводные суда достигли Северного полюса. А в наше время по этому невероятному маршруту можно и вовсе отправиться в коротенькое туристическое турне. Но атомный проект развивался не только в СССР и США, и даже не только в тех странах, которые официально владеют ядерным оружием. В мировой атомно-энергетический клуб сегодня входят 32 страны. Причем слово «сегодня» в данном случае звучит совершенно конкретно. Если своевременно будут реализованы все производственные планы, уже в этом году этот престижный клуб пополнит еще 2 страны – Бангладеш и Турция. На планете есть страны, развитию атомных технологий, в которых оказывалась международная поддержка и помощь со стороны МАГАТЭ, но есть и те, которые эти технологии развивали не благодаря, а вопреки. Национальные атомные проекты Индии, Пакистана, Ирана, КНДР – готовый материал для военно-технологических триллеров, повороты сюжетов, в которых ни одному писателю даже в голову не пришли. Надежность, предсказуемость и безопасность, которые теперь приближаются к слову «абсолютное», те характеристики, которые сейчас признаны за атомными энергетическими реакторами. Но добраться до такого уровня было далеко не просто. Реакторы разных технологий насчитывают уже 4 поколения, начиная с тех, которые создавались исключительно для военных целей, когда вопросы безопасности были далеко не главными. В каких-то странах развитием атомных энергетических технологий занималось только и исключительно государство, в каких-то крупные частные компании. Есть страны, где оба подхода используются одновременно. Реакторы уран-графитовые, охлаждающиеся водой и углекислым газом. Реакторы с металлическими теплоносителями на быстрых нейтронах и на тепловых. Реакторы с 1, 2 и даже 3 контурами. Реакторы большой мощности, малой и средней. Самое разное ядерное топливо, несмотря на то, что в каждом из них используются одни и те же физические законы. Этот атомный зверинец порой достаточно сложен, но он действительно интересен.
Взлет и падение атомной научной конструкторской инженерной школы Англии, собственное направление реакторных технологий в Швеции и в Канаде, формирование большой атомной тройки в 70-е годы прошлого века и ее распад, собственная атомная технология Ирана, внезапный взлет атомной школы Южной Кореи, стремительный старт атомной программы Китая, крайне своеобычная атомная школа Индии. Атом в космосе и на межпланетных маршрутах, глубоко под водой и над водой для обеспечения навигации в нашем Северном Ледовитом океане. Атомная станция под ледяным панцирем Гренландии. Целая программа атомных подземных взрывов народохозяйственных проектов Советского Союза. Конкуренция и сотрудничество. Огромный пласт общих для всех проблем атомного бэкэнда. Так называя все, что связано с выводом из эксплуатации и демонтажом ядерных и радиационных объектов. С переработкой облученного топлива, с обращением с радиоактивными отходами. Разведка и разработка урановых месторождений в разных странах, для которых технологии тоже не стоят на месте. Отдельная и весьма интересная тема – работа с ядерным наследием. Такое вот название придумали со всеми рисками, связанными с применением атомных технологий в военно-оборонительных целях. Огромное количество больших и малых историй, прорывов и тупиков, взлетов, падений и попыток снова выбраться на передовые позиции. Радиофобия, связанная с 3 крупнейшими авариями в истории мировой атомной энергетики. Истеричные попытки отказаться от нее и мучительное сознание, что такие поспешные решения ни к чему хорошему не привели. А потому теперь мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Для того, чтобы отказ от атомной энергетики не казался совсем уж откровенной глупостью, европейские политики теперь прикрываются тем, что они, убогие, не сразу оценили, насколько изящно вписывается атомная энергетика в зеленую повесточку. Оказывается, европейским политикам 70 лет потребовалось на то, чтобы обнаружить, что в активной зоне ядерного реактора углекислый газ не образуется. Вроде бы все в эту зеленую версию и поверили, но ее авторы понимают, что кривовато получилось. Потому поднимают на щит нечто еще более свежее. Оказывается, без атомной энергетики не способны качественно работать СОДы. А потому ради светлого цифрового будущего, окормлять которое будет искусственный интеллект, таки придется строить атомную электростанцию. И, конечно, поверх всего этого целый ворох политических, геополитических, экономических интриг всех против всех, которые придают атомной энергетике вообще и атомным технологиям в частности особый шарф. Не обходится и без неотъемлемых для частного капитала подметных писем и прочих черных пистолетов с взаимными судебными исками по поводу кражи технологий и прочих авторских прав. Это можно, пусть и с натяжкой, считать современным аналогом происходившего на заре атомной эры, когда вклад советской разведки имел весьма и весьма немалое значение для динамики работы спецкомитета. Если вдруг, мало ли, будет интересно припомнить, как Берия и Курчатов в одну упряжь запрячь сумели коня и трепетную лань, нелегальную зарубежную разведку и науку с большой буквы, то можно даже этой темы коснуться. Памятуя, конечно, о том, что долгие десятилетия спецкомитет и наследовавшее ему легендарное Министерство среднего машиностроения были самой засекреченной частью жизни нашей огромной страны. Имена действительно великих людей, важнейшие научные и технические достижения, тайной было укрыто все. Но в последние годы многое становится рассекреченным, а потому доступным. Правда, как показывает отношение к передачам об отечественном атомном проекте, особо рассчитывать на ваш интерес, уважаемые зрители, не приходится. Мало ли, а вдруг? Мое личное мнение я и не думаю скрывать. Ей-богу, это совершенно не скучно. По крайней мере, мне так кажется. А смогу ли я убедить в этом вас, уважаемые зрители и слушатели, надеюсь увидеть в ваших комментариях. История, эволюция наших советских и российских атомных реакторов – это ведь практически отдельная славная история. От дедушки, прародителя, первенца F1, физического первого реактора, к промышленным реакторам, от них к реакторам, для которых уран уже обогащался, к удивительной истории Сибирской атомной электростанции, к первому энергетическому атомному реактору первой АЭС, к реакторам АМБ, атомной мирной большой, и РБМК, реактором большой мощности канальным. О том, как с суши в воду шагнули, а потом на сушу вернулись реакторы ВВР, водоводяные реакторы, от ВВР-200 к ВВР-1200 и даже к ВВР-ТОИ, от исследовательских реакторов на быстрых нейтронов к нашей настоящей гордости, реакторам БН-350, БН-600, БН-800, от ОК-150, реактора атомного ледокола «Ленин», к современным ритмам 200 и даже ритмам 400.
А еще можно пройтись, пробежаться по истории атомных закрытых городов, огромном архипелаге Менстриндмаша, о котором теперь тоже стало известно куда как больше, чем буквально 10-15 лет тому назад. Разумеется, отдельного внимания заслуживают и неудачи атомного проекта. Кыштымский взрыв, тяжелейшая авария на американской атомной электростанции Три Майл-Айленд, Чернобыльская катастрофа и крупнейшая авария уже 21 века на японской атомной электростанции Фукусима. Огромное количество тем, в части которых я за минувшие со времен саги о Росатоме касался, но лишь фрагментарно и безо всякой системы. На всякий случай, в очередной раз повторяю акт каминг-аута. Нет у меня ни литературного, ни журналистского образования. Так что и как будет получаться, я и сам-то могу только гадать. Интересного в атомной индустрии действительно много. От истории становления до нынешних дней. Так что цикл статей и роликов под условным рабочим названием «Сага о Росатоме. Часть 2» коротким априори не получится. Даже не думаю зарекаться о том, что материалы будут выходить с какой-то определенной регулярностью. В мире сейчас геоэнергетических новостей становится только больше. В топливно-энергетическом комплексе России тем более. Да и сама атомная энергетика новостей подкидывает и подкидывает, как российская, так и зарубежная. Так что вполне могут быть паузы и даже перескакивания через темы. В этом году, к примеру, Росатом планирует ввод в эксплуатацию первого в истории отечественного атомного проекта завода радиофармпрепаратов. Вот мимо такого события точно пройти невозможно. А еще, по большому секрету, никому не рассказывайте. Теплится надежда на то, что визит в нашу студию заместителя генерального директора МАГАТЭ получит свое продолжение. Росатом ведь не единственная в мире атомная корпорация. Аналогичные и за пределами России имеются. Так что отклонения от курса точно будут. Но тут ничего из ряда вон. Было время, когда у нас даже от генеральной линии партии уклонялись. Потому, вероятнее всего, появится и новый хэштег, и новый плейлист, чтобы удобнее было ориентироваться. Временные рамки. Да как тут угадаешь? Но предлагаю считать, некой границей должен стать 2028 год, когда по планам Росатома должен быть введен в эксплуатацию первый в мире атомный энергетический комплекс, то есть полностью реализован проект «Прорыв». Для себя я грядущую новость считаю чрезвычайно знаковой, даже рубежной. В славном граде Северске возводится ведь не только реактор на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем Брест-300, но и завод по переработке облученного ядерного топлива и комплекс по фабрикации свежего топлива. Разное в истории атомного проекта было, но такой комплексный подход реализуется впервые. Это мнение устами выдающихся наших ученых и главы Росатома высказано не единожды. Я его разделяю и поддерживаю. Потому вот почти что взял на себя повышенное капиталистическое обязательство попробовать управиться с новой атомной сагой к этому же сроку. Почему почти? Да потому что, как известно, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Ну, а начать придется от печки. В нашем случае с того момента, когда ученые впервые усомнились в древнегреческой аксиоме о том, что атом является мельчайшей неделимой частицей вещества. Провозглашена эта аксиома была прорву веков тому назад, но не на эмпирическом, а на философском уровне. И никто особо не задумывался, а почему именно так. Всех все устраивало. Да и поводов заниматься этой мелочевкой, в общем-то, не наблюдалось. Но прежде чем переходить к описанию конкретных экспериментов, обеспечивавших физиков эмпирическими данными, обеспечивавших создание все более точных теорий, нельзя не остановиться на невероятном, феноменальном открытии, сделанном в 1869 году на одном из заседаний Русского технического общества Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Речь, разумеется, о его периодическом законе, который позволил сформировать многим хорошо знакомую периодическую таблицу химических элементов. Вот формулировка периодического закона о химических элементах, предложенная самим Дмитрием Ивановичем в 1871 году в окончательном виде. Свойства элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел, стоят в периодической зависимости от их атомного веса. А вот как периодический закон звучит на современном уровне развития не столько химии, сколько физики. Свойства химических элементов, а также формы и свойства образуемых ими простых веществ и соединений находятся в периодической зависимости от величины зарядов ядер и их атомов. 1869 год. Открытие Менделеевым периодического закона. Это сейчас мы точно знаем, что атомы соединяются в молекулы за счет связи их электронов. Но электрон был открыт Джозефом Джоном Томпсоном в 1897 году. Расположение на орбиталях и характеристики электронов действительно зависит от числа протонов в ядре атома. Вот только планетарная модель была предложена Эрнестом Резерфордом в 1911 году.
В 1913 году Нильс Бор предложил электронные оболочки, и в том же году Генри Мозли доказал, что фундаментальная характеристика химического элемента не атомная масса, а заряд ядра. Открытие протона относится к 1917-1920 годам. 20-е годы прошлого века ушли на то, чтобы квантовая механика объяснила структуру электронных оболочек и заданную физикой периодичность химических свойств. А нейтрон был открыт Джеймсом Чедвиком в 1932 году. От открытия периодического закона химических элементов до того момента, когда физики сумели, наконец, научно объяснить то, что было сформулировано Дмитрием Менделеевым, более 60 лет. Мало того, это сейчас в таблице Менделеева насчитывается 118 химических элементов, а в 1869 году ученым было известно только 63 из них. Дмитрий Иванович не просто разложил известные данные по полочкам, по клеточкам, столбцам и строкам своей таблицы. Он оставил в ней пустые клетки, заявив, что соответствующие элементы еще не открыты, и уверенно предсказал их свойства. Эко-алюминий позже оказался галлием, эко-бор – скандием, эко-кремний – германием. Когда эти элементы сумели найти, и выяснилось, что их свойства оказались очень близки к расчетам Менделеева, периодический закон был признан всеми химиками планеты. Менделеев обнаружил очень глубокие закономерности природы исключительно по химическим свойствам веществ и атомным массам. Периодический закон – лучший пример того, как эмпирические наблюдения опередили понимание физического механизма на десятилетия. Давайте еще раз. В 1869 году, когда Менделеев сформулировал периодический закон, не были известны двоеточие. Электрон – 28 лет до его открытия. Протон – 50 лет до его открытия. Заряд атомного ядра и протон – около 50 лет. Квантовая механика – более 50 лет. Нейтрон – еще более 60 лет. Именно поэтому история открытия периодического закона была, есть и останется самым впечатляющим примером предсказательной силы науки. Не удержусь, добавлю. К 1869 году многие атомные массы известных на тот момент химических элементов были определены с ошибками. Инертные газы еще не были открытыми. Первыми из них открыли аргон в 1894 году. Радиоактивность стала известна в 1896 году. Обычно считалось, что экспериментальные данные священные, и это теоретики должны под них подстраиваться. Менделеев же в нескольких случаях заявлял, что экспериментаторы ошибались, и последующие, более точные измерения показывали, что человек, опиравшийся только на открытый им периодический закон, оказывался прав. Навскидку именно это произошло с бериллием и индием, но я не химик, чтобы дать весь список таких уточнений. Их точно было больше. Так что, по хорошему советую, увидите портрет, клонитесь. Дмитрия Ивановича называют химиком, но этот химик утер носы физикам, причем качественно и надолго. Рассказывать о том, как физики открывали тайны атомного ядра без упоминания Менделеева и открытого им периодического закона химических элементов – грех. И мы от него только что избавились. С чем я поздравляю. На историю создания и развития физики, если по гамбургскому счету, можно смотреть и под таким углом. 60 с гаком лет мировому сообществу физиков потребовалось на то, чтобы осознать, что именно открыл Дмитрий Иванович Менделеев, и по каким таким причинам все предсказанные им свойства еще не открытых химических элементов настолько точно совпали с самыми скрупулезными измерениями. На молодежном сленге, пожалуй, вот так. Физика всяк круче химии, но химик Менделеев оказался круче всех. Да, сугубо личное, оценочное. Да, дифирамбы. Но сравнивать уровень предсказательной научной мощи не с чем. Хотя, все равно, конечно, с натяжкой, но хоть что-то подобное. Иоганн Кеплер, 17 век. Математически вывел законы движения планет на основании наблюдений Тихо Браги в 1609-1619 годах. Понятия не имею ни о какой такой гравитации. Закон всемирного тяготения был сформулирован Исааком Ньютоном в 1767 году. До разработки общей теории относительности Эйнштейном, которая показала, что теория гравитации – лишь часть куда как более глубоких закономерностей, оставалось еще 2,5 века. Так, должное Дмитрию Ивановичу Менделееву отдано. Возвращаемся к физикам с их постепенным проникновением вглубь атома. Озарением этот процесс назвать точно не получится. Но забавно, что путь-дорога началась с изучения такого явления, как молния. Явление, интересовавшее человека тысячи лет. Грозное, страшное, но одновременно величественное и красивое. В дохристианских религиях молния занимала одно из центральных мест. Но в середине XIX века настала пора и эту гармонию поверять алгеброй. Ученые приступили к изучению электрической проводимости газов, в частном случае которых, собственно говоря, земная атмосфера является.
Нет, как-то слишком уж казенно получается, до алгебры еще добраться надо. Придется чуточку подробнее. Не из-за любви к электрическим разрядам, а исключительно потому, что именно их изучение привело физиков к невероятному на то время выводу. Атом не является мельчайшей частицей вещества. Он имеет собственную архитектуру, состоящую из куда более миниатюрных частиц с собственными характеристиками и особенностями. Это сейчас для нас привычно звучат названия электронов, протонов, нейтронов и прочих нейтрино с мезонами. Но с твердым убеждением в том, что греки были абсолютно правы в отношении атома, человечество прожило пару тысячелетий. Огонь горячий, вода мокрая, атом неделим, небо сверху, почва снизу, атом – мельчайшая частица вещества, ночью темно, а зимой вообще холодно. Это категория одного порядка. А тут вдруг такое. Не знаю, как правильно подобрать термины, но для многих то, что есть крупинки вещества мельче атома, что атом имеет сложное строение, было интеллектуальной революцией, которую, кстати, никто из ученых не ждал и не готовил. Само выросло. Жил-то-был в XVII веке немецкий государственный деятель, а по совместительству физик, инженер и философ Отто фон Герики. Государственный деятель, поскольку более 30 лет был бургомистром Магдебурга. Инженер, физик и философ, поскольку образование получал в университетах Лейпцига, Йены и Лейдена. Образование настолько глубокое, что в 1661 году, исследуя космические силы, без понятия, что это такое, наверняка нечто очень важное, додумался до вопроса, который задал в письме своему другу. Почему пушинка в воздухе притягивается и отталкивается от только что натертого предмета? Вопрос, согласитесь, весьма непростой, и фон Герике решил изучить его подробнее. Для удобства натирания предметов в 1663 году он изобрел и создал первый в истории задокументированный электростатический генератор. Красиво звучит, правда? Электростатический, понимаешь, генератор. А вот старинная гравюра, на которой изображен этот чудовищно сложный прибор. Шар из серы. Это сейчас мы знаем, что сера – диэлектрик, то есть не пропускает электричество. А тогда этот материал был подобран методом научного тыка, то есть экспериментально, но при полном отсутствии хоть какой-то теории. Если этот шар из серы натирать рукой или сухой тряпкой, он издавал треск и даже при большом старании приводил к появлению видимого разряда. Прошло всего ничего, каких-то 40 лет. И английский изобретатель Фрэнсис Хоксби, лаборант самого Исаака Ньютона, шагнул еще дальше. Он заменил шар из серы на стеклянный, да еще и полый, приспособив для его раскручивания и натирания о шерсть ременную передачу. Но важно не это. Хоксби сумел, используя крайне несовершенный насос, немного понизить давление внутри шара. И вот это уже действительно стало ближе к хоть немного научным экспериментам. Описание опытов, к которому он приступил в 1705 году, даны в книге самого Фрэнсиса Хоксби «Физико-механические эксперименты на различных предметах», впервые опубликованный в 1709 году. Если на хорошо натертый шар положить руку, внутри шара начинали плясать молнии, подобные огню святого Эльма. Огромный шаг вперед на пути изучения газового разряда, между прочим. Прошло еще 40 лет. И два экспериментатора, действовавших независимо друг от друга, да еще в разных городах и странах, сумели, экспериментируя с машиной Хоксби, изобрести первый электрический конденсатор. Устройство, позволяющее накапливать электрический заряд. 1745 год. Немецкий физик Эвальд Георг фон Клейст подвесил на шелковых нитях-изоляторах печную трубу и соединил один ее конец через цепь с вращающимся стеклянным шаром. На второй конец трубы был прикреплен гвоздь, воткнутый в пробку стеклянной емкости со спиртом, в которой этот гвоздь и был погружен. Описание опыта содержится в книге фон Клейста. Когда я отсоединил банку и понес ее в руке, ничего не случилось. Было только небольшое освещение в темноте. Стоило же мне коснуться гвоздя, как я получил сильнейший удар, отбросивший меня в дальний угол комнаты. Разработка правил электротехнической безопасности, как видите, началась в XVIII веке, причем весьма активно. Но важен был другой факт. Господа экспериментаторы выяснили, что электрический заряд можно накапливать, чтобы затем в нужное время использовать для любых экспериментов с целью дальнейшего изучения такого нового на то время явления, как электричество. Годом позже, в 1746-м, голландский физик-экспериментатор, сотрудник Лейденского университета Питер ван Мушенбрук не только независимо повторил опыт фон Клейста, но и сделал уже действительно серьезный шаг вперед.
После того, как стеклянный сосуд с жидкостью получил обкладку из металлической фольги изнутри и снаружи, наука получила первый образец совершенно реального конденсатора, причем весьма емкого. Поскольку Ван Мушенбрук преподавал в университете, известность этот конденсатор получил именно благодаря его демонстрационным опытам, в связи с чем это устройство, то есть конденсатор, и получило свое название – Лейденская банка. С этого момента электричество перестало быть лабораторным курьезом. К его исследованиям приступили со всей доступной к тому времени тщательностью. Хорошо известный всем обладателям 100-долларовых купюр Бенджамин Франклин в результате своего знаменитого эксперимента с воздушным змеем, запущенным в грозу, убедительно доказал, что молния имеет электрическую природу. Опираясь на результаты Франклина, в Петербурге Георг Рихман организовал собственную программу дальнейшего изучения атмосферного электричества, один из экспериментов, который привел к трагической гибели ученого 6 августа 1753 года. Это тоже про электробезопасность. Громотвод не был заземлен, из-за чего русский ученый и принял на себя мощнейший электрический разряд. Эта трагедия привела к тому, что ученые-экспериментаторы стали прилагать все больше усилий для того, чтобы эксперименты с электричеством можно было проводить в лабораторных условиях. Уж очень наглядным оказался пример и очередное доказательство того, что молния во все времена – опаснейшее природное явление. Решающим шагом стало изобретение Алессандро Вольта, первого надежного источника постоянного электрического тока – вольтового столба, сделанного им в 1800 году. Без подробностей. Важно, что это было сделано. Разве что схему напомню. Собственно, банк с кислотой, в которую погружены медные и цинковые пластины, соединенные медной проволокой, по которой, как доказал Алессандро Вольта, начинает протекать электрический ток. Вот после этого развитие электричества как науки резко ускорилось. В том же 1800 году был освоен электролиз воды с получением кислорода и водорода. А в 1803 году Василий Петров, создав самый крупный в мире вольтов столб, 3200 медных и цинковых кругов, 1700 вольт, открыл такое важное явление, как электрическая дуга. Здравствуй, электросварка. Ну, давайте оставим в сторонке эту, несомненно, интересную тему и вернемся к тому, как шла борьба за развал атома на составные части, то есть к тому, как впервые был открыт электрон. Выяснив, что молния, как явление, это электрический разряд в газовой среде, атмосфере, и получив надежный источник постоянного тока, ученые вернулись к изобретению, сделанному еще в начале XVIII века – газоразрядной трубки. Точно нейтральный интеграл. Вот такая простенькая схема. Запаянная стеклянная трубка, в торце которой впаяны электроды. Слева – катод с высоким отрицательным напряжением, справа – анод с высоким положительным. Черточками тут газ изображен. Если хотя бы немного снизить давление газа в запаянной трубке и подать приличное отрицательное напряжение на катод и положительное на анод, то газ в трубке начинал светиться. При изменении состава газа меняется и цвет этого свечения, и ученые с удовольствием погрузились в изучение этого эффекта. Мы сейчас этот эффект наблюдаем. Подозреваю, что многие из нас в ежедневном режиме. Перед вами принципиальная схема газоразрядной трубки, которая, как известно, потребляет гораздо меньше электроэнергии, чем лампа накаливания, она же лампочка Ильича. Красные, зеленые, фиолетовые и прочие цвета – утеха глаза и кошелька. Для того, чтобы экспериментатору того времени было легко и радостно, потребовался существенный прогресс как в изготовлении тонкостенных стеклянных трубок, так и в совершенствовании насосов. Вертикальный штуцер в верхней части схематичного рисунка – это как раз намек на то, что где-то там, за кадром, насос присутствует в обязательном порядке. Начинали с атмосферного воздуха при обычном давлении, но это вообще ничего не дало. Даже напряжение в несколько тысяч вольт длинный газовый промежуток не пробивало. Снижаем давление, получаем тонкий шнур ярко-малинового цвета в случае атмосферного воздуха, соединяющий катод с анодом. Стали более совершенными насосы, удалось еще понизить давление, светящий шнур размывается и расширяется, свечение заполняет почти весь объем трубки. В первом случае дуговой разряд, во втором – тлеющий. Теория сегодня хорошо известна. При подаче тока на катод материал катода нагревается, испуская электроны. Электроны имеют отрицательный заряд, потому движутся с ускорением к положительно заряженному аноду, при этом ионизируя атомы, находящегося в трубке в газе. Но в 50-е годы позапрошлого века, когда двое немецких физиков-экспериментаторов Юлиус Плюккер и Генрих Гейслер приступили к систематичному изучению тлеющего разряда, никакой теории не было и в помине. Атом оставался все той же мельчайшей и неделимой частицей вещества. Гейслер, работавший в его собственной лаборатории при Боннском университете, выдающийся стеклодув и специалист по насосам, чьими усилиями в газоразрядных трубках удалось достичь постепенно высокого вакуума.
Он сумел, говоря современным языком, выйти на серийное производство этого оборудования для многих научных лабораторий Европы. Эксперименты стали массовым явлением, а признание заслуг Гейслера – это не только золотая медаль на Всемирной выставке в Париже в 1855 году, но и то, что несколько десятилетий газоразрядную трубку для краткости именовали трубкой Гейслера. Генри Гейслер тесно сотрудничал с Юлиусом Плюкером, профессором того же Боннского университета, предоставляя ему оборудование для многочисленных экспериментов, в ходе которых Плюкер впервые получил атомарные и молекулярные спектры водорода, азота и других химических веществ. Больше того, работы Плюкера заложили основы физики плазмы, поскольку трубки Гейслера, по сути, были прообразом ускорителей. При высоких напряжениях электроны двигались со значительным ускорением, разгоняясь от минуса катода к плюсу анода. Еще дальше продвинулся уже британский физик и химик Уильям Крукс уже в 70-е годы прошлого века. Еще более глубокий вакуум в трубке Гейслера и еще более высокие потенциалы на электродах, еще более точные эксперименты. Плюкер, а затем Крукс обнаружили, что при высоких напряжениях светиться начинало не только газ внутри трубки, но и само стекло, из которого трубка была выполнена. Эта тонкость позволила ученым обнаружить новый эффект. Стекло начинало светиться даже при высоком вакууме, когда свечение самого газа прекращалось. В середине 70-х годов позапрошлого века появился термин «катодные лучи», поскольку, хоть их и не наблюдали внутри невооруженным глазом, внутри трубки нечто распространялось, причем прямолинейно, как положено лучам. Уильям Крукс превратил катодные лучи в центральный объект своих исследований и выдвинул свою знаменитую гипотезу о лучистой материи, ошибочную в деталях, но чрезвычайно плодотворную экспериментально. В 1879 году Уильям Крукс продемонстрировал знаменитую трубку с мальтийским крестом. Металлический крест, помещенный на пути катодных лучей, отбрасывал четкую тень на флуоресцирующее стекло трубки, убедительно показывая, что катодные лучи распространяются практически прямолинейно. Демонстрационные опыты на глазах изумленной публики – 1879 год. Причем опыт в присутствии коллег, физиков-экспериментаторов и восхищенных студиозусов, с чьей легкой руки и появилось название «Крест Крукса». Казалось бы, еще немного, еще чуть-чуть, и кто-то должен был выдвинуть идею о том, что же именно распространялось в этой трубке, из чего именно состояла та самая лучистая материя. Но темпы развития науки в те времена только набирали свою скорость. До решающего вклада Джозефа Джона Томпсона оставалось еще почти 20 лет. Но вторая половина 90-х годов позапрошлого века оказалась чрезвычайно плотной для развития физики. Новые открытия посыпались как из рога изобилия. 1895 год. Знаменитые опыты Вильгельма Рентгена. 1896 год. Открытие радиоактивности Антуаном Беккерелем. 1897 год. Открытие электрона Томпсоном. 1898 год. Открытие полония и радия Марией Складовской-Кюри и Пьером Кюри. Удивительное время и совершенно иная драматургия истории физики как науки, явно требующая отдельного рассказа. Сегодня получилось больше о том, каких усилий и сколько времени потребовалось на то, чтобы вот такой взрыв, фонтан открытия стал возможен и где-то даже закономерен. Более 40 лет физики готовили инструмент, исследовали тлеющий разряд, создавали спектроскопию, совершенствовали вакуумную технику, стекло, электроды, спорили о природе катодных лучей, наращивали точность экспериментов, открывали и изучали новые явления. И вот только после создания такой базы, после сотен и тысяч экспериментов состоялся прорыв в теории, в понимании физики всех этих экспериментов. Наступал 20 век, развитие науки готовилось к качественному переходу. Вот о том, как Джозеф Томпсон взорвал атом, как развитие науки давало уже фундаментальные результаты, в продолжении темы.